Всем привет, меня зовут Мила. Кто видел предыдущее видео, тот знает, что это такое. Кто не видел, ссылка внизу будет в описании, и она появится в правом верхнем углу экрана сейчас. Итак, это заготовка сшита. Не хочу говорить, кто не видел, пожалуйста, посмотрите видео, будет для вас сюрприз. Кармашек у меня готов. Я пришила вот такую пряжку. Здесь кожу протянула и пришила его. Так, дальше. Сейчас буду его пришивать вручную, вот на это место, которое у меня без основного декора под пленкой. Пришивать буду нитками, которые вот у меня остаются от распарывания джинсов. Да, это тоже вы меня приучили как бы делать, потому что видели, как я это все выбрасываю, когда распарываю джинсы. И закидали меня, можно сказать, гневными комментариями, что ты, женщина, делаешь, прекрати выбрасывать добро. Прекратила, собираю. Вот так по периметру здесь я пришью вручную потайным швом, а здесь я прострочу на машинке. Вручную пришиваю, потому что не видно так швов. И вот эти вот швы я никак не забью строчкой. Да и как вот тут вот на машинке пришить, если здесь будет упираться в эти клепки лапка машинки. Для своей работы я выбрала вот такую подкладку. Она такая светлая, бежевая. Немножко она прозрачная. Наверное, придется чем-то заложить еще. Но очень хочу вот эту светлую поставить. И подготовила золотую молнию. Это для заглушек кусочки джинса. И золотой бегунок. Девочки, кто спрашивает по поводу молнии, я как-то обмолвилась, что я буду продавать ее, но продавать не буду, оставила всю себе, потому что, ну, негде ее больше уже взять в нашем городе, разбомбили рынок, и когда это все восстановится, неизвестно. Вот еще вот такой карман я подготовила. На молнии пришью его на подкладку. И вот эти кусочки подкладки тоже хочу использовать, чтобы они у меня куда-то в дело ушли. На заготовке я скруглила края, потому что хочу пришить молнию, заходя на бока. Молния тоже уже готова. Вот так я ее оформила. И сделала подкладку. Один карман со свободным входом, а один на молнии, потому что для карточек, например, или деньги положить какие-то, потому что сумочка будет маленькая, и чтобы не класть большой кошелек, а только самое необходимое взять с собой. Сумочку буду шить для правши, но как бы носить ее либо на левой руке, но открывать правой. Ну, в принципе, можно и на правой руке будет ее носить, и на левой, но открытие будет под правую руку. То есть бегунок у меня, открывающаяся сторона, будет вот в эту сторону смотреть. Вот так, например, лежит сумочка, и вот так его открывать и закрывать. Так, сейчас буду совмещать края, середины. И аккуратненько вот так вот выложу здесь. В общем, я хочу попробовать один такой способ. Ну вот мне в голову он пришел, вшивание молнии. Даже не то, что молнии, а сборки самой сумки и молнии. В общем, хочу кое-что попробовать. Если получится, оставлю так. Если нет, буду переделывать. Так, и буду вшивать здесь, но вот отсюда я буду вшивать наискосок. То есть у меня это вот так вот будет. Я наметала молнию и вот хочу показать, как оно выглядит. То есть вот тут вот наискосок. Сейчас вот на этой стороне лучше видно. Тут темный джинс и белая наметка. Сейчас я пришью молнию. И нужно будет вот тут зашить бока. Я пока не придумала, как я бока буду зашивать. Но я что-нибудь придумаю. Но мне очень хочется именно вот так вот вшить молнию. Я прошила боковину и уже вот вывернула специально для вас и для себя, конечно, посмотреть, как оно получилось. Ну, оно зашилось хорошо. Нету
каких там горбов, там что-то еще. Вот сейчас я назад верну. Я сразу скажу вам, чтобы хорошо выворачивалась виниловая пленка, это мне Алла Кобец подсказала, ее нужно нагреть. Либо утюгом вот так через изнанку, либо феном. Вот сюда фен направляете, нагреваете, она становится мягкой, и вы быстро выворачиваете. Вот, вот так я прошила, вот оно вот так выглядит, вот до этих швов. И сейчас вот эту я вот держала сюда наружу, вот кончик вот этот. И прошью сейчас отсюда и вот тоже до этого же шва туда и обратно. По периметру ее пришью и обошью косой бейкой срезы. С одной стороны я уже обшила бейкой, пришила ее здесь, а с этой стороны пришила ее на руках. Начала вот на машинке пришивать, но тут вот это место, короче, неудобно мне было. В общем, я вручную пришила вторую сторону, и сейчас буду вторую сторону пришивать. Вот так загну здесь и пришью. Вторую бейку я уже пришила, вот так ее загну здесь, пришью. Кто слышит стук, простите, пожалуйста, дома ремонтные работы. И потом вот так буду пришивать вручную, и потом перейду на эту сторону и пришью. Остывает пленка быстро, поэтому нужно выворачивать побыстрее. Но если вы не успели, вы просто еще раз. Так, ну все. Вот это, конечно, никуда не годится. Торчащая вот это. Я тут проложу строчку и загну его вниз, чтобы оно тут не торчало. Ну, по-другому тут никак. Я не знала, как это все по-другому сделать. Поэтому придется еще тут построчить немножко. Все уже готово. Я все зашила. И вот сделала такую петельку на руку надевать. Или повесить на крючочек куда-то. Заказывала как-то вот такие карабины. Единственное, что вот у них желтый такой цвет золота, а у меня теплый. Видите, вот. И на бегунке тоже видно. Но другого у меня нет, поэтому мне придется пользоваться тем, какой у меня есть. Вот так будет выглядеть. Но оно как-то, знаете, так мельтешит, что не сильно оно бросается в глаза. В общем, идея моя, вот эта вот задумка удалась. Получился у меня вот этот уголочек зашить, вот чтобы оно ровно не топорщилось, ничего не кривилось.
с этим все в порядке. Единственное, что я говорила, что проложу здесь отделочную строчку, которая захватит вот этот кант, вниз его будет придерживать, но я не стала это делать. Я вручную прихватила вот где-то с этого места и до этого места. И с другой стороны тоже так же. И вот только это портит всю мою задумку. Ну, потому что вот это место, оно какое-то покореченное такое, скукоженное, мне не нравится. Нужно было делать подкладку из двух частей, чтобы можно было потом вывернуть. Ну, то есть пришить вот, да, другим способом, там, вывернуть потом. Ну, ладно. Задумка, в принципе, моя получилась. Я сделала из этих ниток все-таки работу, которую я не собираюсь выбрасывать, потому что тут классная фурнитура, все классно пошито и на совесть сделано. Я постаралась, все подходит, все красиво. Хочу вот показать тут карман на молнии. И карман большой я сделала свободный вход для телефона, ну, чтобы телефон быстрее можно было вынуть, когда он звонит или когда нам нужно позвонить. Просто открыть молнию, достать телефон, все быстро. Ну, пишите, пожалуйста, милые мастера, как вам идея, как вам работа, как идея использовать нитки и как идея сделать вот такую, вот так вшивать молнию. Но единственное, у меня не получилось ширины, ну как объема. Получился такой конверт, клатч конверт, но классный. Я вас благодарю за то, что вы пришли на канал, посмотрели это видео, побыли со мной, поболтали. Я желаю вам крепкого здоровья и мирного неба над головой. Всех люблю, всех целую, всем пока.